И еще раз про паштет и о современной эклектике. Итак, на поле чахлого современного художественного рынка вопрос о том, как сегодня может выглядеть станковая картина на двухмерной плоскости в технике масляной живописи, представляется непраздным. Лежащий на поверхности ответ, при отсутствии господствующего стиля прибегнуть к какому-то историзму, к возрождению старых стилистических направлений, выглядит приемлемым. Можно просто эксплуатировать ретро-тему, стиль классических школ, имитировать стиль старого мастера, а можно их смешивать. Пастиш или пастичо, что в переводе означает паштет, смесь, стилизация, компиляция, коллаж – вполне приемлемое наполнение художественного рынка. Полотна востребованных мастеров копировали и имитировали со времен Возрождения, хотя термин «пастиш» впервые использовал Роже де Пиль в книге «Беседы о понимании живописи» только в 1677 году. Ну а уже в конце XIX века смешение, эклектика стало полноправным стилем, как минимум стилевым направлением. И на сегодняшний день, как мы понимаем, ингредиентов для возможных смешений стало еще больше. К XXI веку уже многое поменялось и трансформировалось. Декоративное, условное изображение со времен Средневековья становилось все более реалистичным, узнаваемым, все более осязаемым. Сменялись господствующие стили, дополнялись художественные приемы, техники. К концу XIX века форма и пространство на картине уже предлагало зрителю вполне убедительный эффект 3D. Не только аккуратная, выписанная манера, но и в меру экспрессивный стиль поражали зрителя, когда краска остается краской до определенного момента, превращаясь в осязаемую форму, создавая вибрацию, эффект среды, переливаясь как россыпь драгоценных камней. Не только картина в рамках рамы, но и недописанные, легкие, незамученные вещи, когда фокус уже получился, но зрителю доступна и сама кухня исполнения, когда частично открывается секрет этого фокуса. В немалой степени из-за развития фотографии, механистического способа передачи окружающего мира, после момента некоего перепроизводства качественной живописи, первая половина XX века отметилась поиском новых способов изображения действительности, экспериментами в области цвета, формы, пространства. Картина была понятной, но менее реалистичной, примитивной и даже полностью абстрактной. Была фотографичной или предлагала вполне убедительное изображение нереального мира. Поле для экспериментов было не безгранично, они стали бессмысленны сразу после утраты оригинальности. Ни новый Пикассо, ни новый Мунк уже не нужны, поэтому художники вынужденно вышли за грань двухмерной плоскости и продолжили развлекаться в области трехмерных арт-объектов, уже не имеющих отношения к живописи. Что же касается традиционной картины, кое-что было утеряно в плане техники, зато сегодня на помощь художнику, наряду со старыми приспособлениями, пришло много дополнительных гаджетов в виде доступных фотоаппаратов в каждом кармане, проекторов, графических редакторов, планшетов и тому подобное. Художественная промышленность не перестала делать традиционные краски, которыми все еще можно писать как Рембрандт. Да и как Малевич тоже. Кисти, холсты и разбавители – все можно подобрать. А что и как писать? Писать как экспериментаторы XX века бессмысленно, оригинальности нет, а это была и главная фишка. Некоторое время в фарватере постмодернизма зрителя развлекали повторами, ремейками, которые не претендовали на оригинальность, а представлялись в виде пародии, шутки, легкой отсылки, пасхалки, абсурдного смешения. Однако и абсурд сейчас уже не востребован, его хватает в обычной жизни. Он уже не веселит и мозг не взрывает. Идиотизма и так полно.
адаптировались. Писать реалистично, внимательно изучая натуру и пытаться донести до зрителя собственный восторг от увиденного, это возможно, только вот современный зритель зачерствел. Лучиком солнца, который лег на крышу дома, подсветил ветки и наполнил рефлексами белую простынь, которая трепещется на ветру, сильно не зацепишь. Боюсь, от телефона не оторвешь. Тем не менее, использование отсылок к старым мастерам в той или иной степени кажется логичным даже для тех, кто отрицает линейное развитие искусства. Пусть даже техника масляной живописи в том виде, как мы ее знаем, уже переживала свой пик. Ну или несколько пиков. Какой-нибудь золотой 17 век в Голландии или очень артистичный русский европейский академизм конца XIX века, вобравший в себя все достижения по работе с красками в тубах. В первом случае локальное уникальное сочетание факторов, во втором – накопленный опыт и взаимопроникновение школ по всей Европе. То есть в плане техники, наверное, стоит делать отсылку к этим пикам. Ну а в плане тем работать в рамках существующих новых молодых стилей, стимпанка, допустим, или старых ретро-стилей, трансформированных на сегодняшний лад. Ну пусть будет арт-деко. Тут, кстати, запретов нет, можно и барокко возрождать, но интереснее скорее сочетание несочетаемого, но с чувством меры. Не 5 стилей в одном флаконе, а стилистика древнерусской иконописи и немного оп-арта, оптических иллюзий, например. Сюрреалистические фэнтезийные миры снов, но с полноценной живописью, а не просто аккуратной раскраской, как во времена Дали. Реалистичное изображение, но превращенное в абстракцию на 90% площади картины. Фотореализм и наив в рамках одного произведения. Ну или просто реализм и наив. Триптих, объединенный смыслом, но не стилем и даже не техникой. Деструкция классической умиротворяющей картины. Хоррор, где его не ждешь. Эклектика, но новая, полярная, затрагивающая крайности в технике, стиле, смысловом поле. При этом без грубой протестности и юродства, поскольку нельзя создать ничего стоящего, подобно старым мастерам, при уничижительном отношении к самому процессу создания художественного произведения. Основная проблема здесь понятна. Потеря целостности, единство частей художественного произведения. Это как ряд совершенно разных работ, представленных в рамках одной выставки. Должен быть объединительный фактор. Тема. Цветочный натюрморт, ну, тогда понятно. Или молодые художники Владимирской области. Ладно, так тоже можно. Логика есть. Паштет – это блюдо, и здесь важна однородная структура, цвет. Но попробуйте представить это все в недомешанном виде или с разной степенью готовности ингредиентов. Поэтому в неоэклектике должны быть эти самые объединительные нити. Крайние полярности смогут существовать в рамках одного произведения, объединенные, допустим, цветом, композиционными, техническими приемами или смыслом. Получилось, что некоторые объединительные элементы повторяют то, что было озвучено как области для возможных максимально разных качеств. Но здесь нет противоречия, просто если где-то получился максимальный разнос, контраст, то где-то стоит выделить явную связь. Ну и, конечно, такие связи, сочетание несочетаемого – это то самое поле, где и предстоит поэкспериментировать с современным живописцем, даже если в целом они работают в русле реалистической традиции. Ну и пока так.